Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар. И сегодня у нас с вами очередная серия по мобильной игре под названием DR Survival. Сегодня мы будем с вами проходить ивент Контрабанда, а точнее четвертый этап данного ивента. Но перед тем, как приступим к сюжетное прохождение линии, мы должны с вами дооткрыть наши контейнеры, которые здесь у нас с вами остались. То есть, получается, за те дни мы с вами смогли собрать 1967 золотых жетонов. Наша основная задача заполучить Z9, которая дает возможность урона 1600 до 2200 дальность 3, очки действия 2, пистолетными патронами, которые мы можем в дальнейшем с вами использовать. Так что давайте попробуем. Я так думаю, мы должны уложиться в 50 открытия контейнерах, и должно получиться у нас все это забрать. Так, давайте, у нас получается с вами уже идет 10 попыток, мы с вами истратили. В ускоренном процессе постараемся сейчас это быстро сделать. Так, получается, первые 5% часть мы получили. Так, идем дальше. Тратили уже, получается, 400 жетонов. Ну, пока не получается, к сожалению, не получается заполучить. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Повторно выпал, получается, карточка плюс 6. Неужели это будет у нас растянуто до получается, 150 попыток? Но это уже как-то несерьезно. Ладно, давайте дальше. Может быть, все получится. Так, осталось 13 попыток у нас. Итак, идем 10 попыток. Так, 6. И последний. Yes! Выпадает Z9, которая нам необходима. Мы его полностью забираем. Также параллельно оставшиеся 1000, которых у нас жетонов осталось, давайте постараемся выбить здесь. Что получится, то получится. Было бы замечательно. Здесь у нас 15 попыток. Есть возможности. Гарантированно мы тоже с вами что-то можем заполучить. Давайте попробуем. Воспользуемся этим моментом, который здесь у нас с вами имеется. Так, отлично, получается, мы с вами получили арбалет при 145-м открытии. Это замечательно. И теперь осталось всего лишь 5 попыток, и мы с вами гарантированно получим пулемет. И таким образом контейнер комбината мы с вами закрываем. Так, это 151, и в итоге мы с вами заполучили Сикач, и мы заполучили Рэмбо. Рэмбо арбалет 1600-2300, очки действия 2, дальность 3, кровопотери нам дает полностью. А здесь получается Сикач, каждый выстрел старые раны забудутся, а новые покажутся мелочью. Пулемет и так далее. Нужно будет испробовать, нужно посмотреть, что они себя полностью представляют, данные вещи, что как раз мы с вами этим воспользуемся. Перед тем, как мы начнем проходить сюжетку, давайте мы спустимся в радиовышку. Здесь как раз у нас с вами тренировочное поле. Ну так как, подожди, перед тем, как заходить, хотя бы скушаем шоколадку. Да, шоколадку мы съели, теперь можно заходить. Давайте приступим. И заодно посмотрим, что же привнесло наши новые. Так, это убираем. Новое оружие, которое мы с вами заполучили. Так, здесь что у нас? Здесь у нас пулемет. Ставим этот пулемет, забираем. Так, где наш арбалет? Арбалета я почему-то не вижу. Где у нас арбалет? А, вот Z9 я вижу. Забираем Z9 и также берем арбалет Рэмбо. Начать бой. Так, у нас есть вожак. Вожак безумцев, да, у нас? Так, у нас есть пуск, у нас есть возможность воспользоваться этими возможностями, но мы пока будем использовать следующие действия. Так, выходим в центр. Если мы, например, стреляем с пулемета, какие ситуации у нас есть? 1700. Здесь никаких условий здесь не выпадает. А если мы стреляем с арбалета?
получается 1900. А, мы еще и повышаем свою жизнь, получается. Интересно. И скорость движения -1, шанс уклонения -30%, получаем урон от кровотечения почти 100%. То есть, если у нас будет, например, холодное оружие, которое делает дополнительное кровотечение, либо какие-то вещи, она почти 100% нам даст возможность этим воспользоваться. То есть Рэмбо нужно брать именно с холодными оружиями, которые дают кровотечение. Ясненько. Кстати, ой, мы Z9 все-таки забыли. Надо было это стервятненько было убрать, Z9 нужно было забрать. И так мы с вами сейчас не протестируем. Хорошо, давайте мы обратно сейчас вернемся. Да подождите вы сейчас. Будет у вас возможность. Побег сделаем. Как говорится, тайм-аут. Сейчас мы зайдем второй раз. Обязательно зайдем второй раз. Все, заходим. Приступить. Так, мы убираем, получается, стервятник автомат, который у нас с вами есть. Да, и мы вместо него давайте воспользуемся нашим Z9. Так, мы все взяли. Так, ну, 3 новых вооружения, которых у нас есть. И теперь можно спокойно приступить. Так, в первую очередь, что мы будем с вами делать? Я так думаю, что давайте мы вначале вожака с вами уберем. Это так по-быстрому, так быстро сработаемся. Для этого нужно кровопотерю сделать. Шанс уклонения у него уменьшается. Дальше с пистолетами, может быть, или лучше с пулеметом. Так, пулемет. При этом мы пулемет выстрелили и получили какую-то защитку. Кураж битвы. Лечение от урона по врагам 3%. Получаемый урон -3%. Шанс уклонения +3%. Длительность 3 хода. То есть, получается, за этот кураж мы с вами заполучили. А если мы сейчас пистолетом еще выстрелим, что будет? Ага. Ничего больше не будет. И так далее, да, у нас? Нет, что-то еще мы получили, какое-то второе. Это что у нас? Кураж битвы. Спринт. Шанс уклонения 13%. Скорость движения +1. Хорошие варианты. Ладно, давайте пропускаем ход. Нам нужно, чтобы сейчас нас ударили. Мы посмотрим, пистолет стреляет или не стреляет. Контратаку будет делать? Да, он делает контратаку, это замечательно. И мы заранее еще, получается, повышаем свое здоровье. Это здорово. Превосходно. Теперь давайте, если мы еще раз выстрелим. Отлично. При повторном выстреле у нас получается еще раз кураж 2. Значит, получается, у нас суммируется. Лечение от урона по врагам 7%. Получаем урон. Шанс уклонения +7. И спринт тоже суммируется. Шанс уклонения +25%. Скорость движения +2. Вот что она из себя полностью представляет. Представляете себе? И тогда мы попробуем третий раз. Давайте еще раз сделаем. Отличный. И третий раз тоже получается, она суммируется. Да, это просто превосходное оружие. Лечение от урона +10. Получаем урон 10. Шанс уклонения +10. Да, мы можем вообще быть в таком состоянии, что мы только от отклонения будем с вами воспользуемся. Давайте мы тоже еще воспользуемся Z9. Она, к сожалению, здесь уже не суммируется. Только Z, получается, 2 раза она дает, остальное, получается, нет. Хорошо, давайте пропускаем следующий ход. Интересно, весело, конечно, но надо всех быстро добивать. Мы изучили, посмотрели. Надо как-нибудь в тактических вещах это полностью все использовать в будущем. Так, что тут ситуация по situation? Надо этих двух здоровяков сейчас быстро ликвидировать. А то они тут мне суету все полностью наводят. Потом, так, давай приближимся. Ближе к сюда. Так, сделаем таким образом. Потом можно будет кровотечение запустить. Оно уже liquidation. Конец хода. Здесь уже, получается, сам огонь доработает. Мы там мешать не будем.
переходим все действия сюда на южную часть. Надо помочь нашему южному участнику. Так, здесь что можно будет сделать? Здесь можно будет ликвидировать 1500-1700. Давайте лучше Z9 воспользуемся. Мы так и 146 мы просто подняли свою... Я думаю, почему урон так мало стало? У нас, оказывается, количество жизни увеличилось. То есть вот эти техники, к сожалению, не подойдут данной полярной броне. Ее можно использовать со всех других бронькой, когда она может себя покажет совсем по-другому. Ладненько, посмотрим. К сожалению, я его спасти уже не смогу. Сейчас его ликвидируют. Нет, может даже и получится спасти. Получится. Так, мы запускаем нашим Цикуту. Так, южную часть мы, то есть северные, забрали одного. И теперь давайте заберем вот этого одного участника, который здесь у нас с вами есть. Так, 1200, 1600, да, все можно будет забрать. Что мы с вами как раз и делаем. Завершаем, все забираем. Здесь нужно вот этих гавриков все с собой забрать. И теперь возвращаемся непосредственно на базу. Так, на базу мы приехали. Выгружаем все, что здесь у нас есть. Так, что хотел бы с вами поделиться. Во-первых, мы, получается, закончили с вами боевой пропуск. То есть, получается, здесь мы полностью прокачались и заполучили броньку под названием Пастух. Получаем 4% сопротивления урону за каждого союзника в бою вплоть до 16%, говорится здесь. Сейчас как раз мы его тоже и испробуем в деле, что из себя представляет данный момент. И перед тем, как мы приступим, я также заполучил ящик сезона. Хотел бы посмотреть вместе с вами, что за ящик сезона, что нам выдает вот этот ящик и что из него полностью выпадает. Давайте мы немножко отойдем от базы, чтобы было более-менее нормально видно. Мы его откроем вот в таком на чистом поле. Так, и с этого сезона выпадает почти ничего. То есть эти все вещи нам, не так уж. Я думаю, что будет что-то серьезное. Вот, например, вот этот ящик, он очень серьезный. Если его скрыть и открыть, то нам выдает фонарь искателя, титановые инструменты, титанолом, лопату, топор, нож, ножовку и так далее. Очень серьезно дает нам вещи, которые необходимы для выживания. Ладненько, давайте мы время тратить не будем. Сразу приступим. В первую очередь, что нам нужно? Нам нужно снизить количество еды и воды, которые у нас с вами есть. Для этого нам нужно заехать на радиоактивную местность. Здесь что получается? Здесь мы должны с вами одеть бороду из ваты. Также параллельно мы с вами должны одеть сумку обжоры. И в итоге получается сразу же мы давайте оденем с вами броньку пастуха. Вот, которую мы с вами его выбили. И как раз мы сейчас посмотрим, как она надежная или ненадежная. Так, одеваем броньку нашу. И персонаж теперь выглядит вот таким образом. Так, получается, здесь мы меняем наш облик. Я так думаю, облик давайте мы поставим с вами. Так, это что у нас дает? Понижает урон от кровотечения, увеличивает дальность передвижения, да, у нас? А здесь что у нас были? Здесь у нас шанс уклонения, дальность передвижения в бою. И здесь у нас дает волшебное оружие и дает бонус в боях с отмороженными. Давайте как раз резной теремок мы с вами выберем. Его как раз нам будет сейчас необходимо для нашей дальнейшей тактики. Тем более температура сейчас у нас на улице почти 40. И здесь как раз мы с вами наблюдаем баньку в виде льда. В пустыне, мне кажется, это было просто очень и очень даже классно. Хорошо, давайте мы поспим. Здесь у нас в теремке 8 часов будет мне... Да, нам это будет как раз нужно. Мы его поспим. Превосходно. Получается, мы с вами обнулили наши статы, которые у нас есть. Здесь мы начинаем уже готовить первые наши блюда. Как обычно, традиционно мы начинаем подготовку наших действий. А для этого мы сейчас приготовим с вами
Местный рулет, который дает броненосцу 3 уровень. Также параллельно мы делаем блины, который один за одним нам дает возможность. Здесь также грибной суп. Контратаку мы не будем делать шашлык, потому что оружием не будем воспользоваться. А вот получается котлета по-киевски, которая охотника за головами повышает урон почти на 25%. Мы обязательно его делаем. Делаем также квас, который дает меткость 25%. Шаурму, который дает больше движений на 2. Это тоже очень понадобится. Здесь получается у нас броненосец 2. Также подготовку 1 все равно будем делать. И мы также сделаем с вами мясную котлету. Все как обычно, стандартно. Все блюда мы с вами полностью изготовили, которые будут нам необходимы. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет сейчас их потихоньку все утилизировать. В первую очередь мы утилизируем именно броненосец, который дает 36 часов, количество брони 15%. Первого мы съели. Также увеличим новогоднее настроение, которое дает длительность 7 дней, но при этом максимум еды и максимум воды дают на 100 больше. Так, мы тоже его съедаем. Параллельно мы съедаем охотник за головами, который тоже 36 часов. Больше движения у нас с вами тоже 36 часов, мы тоже его съедаем. И параллельно у нас, получается, есть возможность воспользоваться акупунктурным комплектом. Я понимаю, что здесь некоторые повторятся. Ничего страшного, мы их тоже воспользуемся. Дальше, что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет с вами обратно вернуться в радиоактивную зону. Здесь обратно мы должны с вами сейчас 8 часов хорошенько поспать, отдохнуть. Статы у нас более-менее обнулились. И теперь мы должны полностью добить все, что мы с вами здесь изготовили. Получается грибной суп, котлету мясную. Также получается пельмени доедаем. Уху обязательно в порядке. Здесь у нас еще 450. Боевой имбирный пряник, который дает боевой дед, увеличивает нам волшебное оружие 10%. Обязательно мы его съедаем. Также мы съедаем, получается, шоколадный батончик, как без этого. Вкалываем в себя инъектор Си, который дает увеличение. Сейчас пилюлю бессмертия мы тоже с ними воспользуемся, мы про это не забыли. Параллельно, вот думаю, получается утка по-пекински или блины. Получается, мы должны съесть блины, да, у нас остается. И утка по-пекински в конце, как говорится, является нашей пробкой. Отлично, получается, допиваем этим квасом. Параллельно нам, получается, нужно обратно надеть броньку полярной брони. И в итоге, получается, у нас есть возможность еще заполнить. Почти 750, да, у нас указано. Тогда мы здесь сделаем таким образом. Пилюлю для бессмертия мы обязательно съедаем. Что еще хотел же сделать я? Что-то я забыл. Сейчас, минутку, дайте я вспомню. Здесь, по-моему, все нормально. Здесь тоже нормально. Ну, здесь, получается, нужно будет теперь грибы еще съесть. Сейчас, минутку, где наши грибы? Здесь мы ничего не пропустили. Просто я не знаю, какие сейчас у нас будут боссы на 4-м этапе. И поэтому готовимся по максимальному. Кстати, я совсем забыл. Контрабандистные виски надо было выпить. Почему мы не выпили? Она дает возможность свободного движения +1. К сожалению, здесь 4 часа нам нужно перетерпеть. Ладно, давайте мы так и сделаем. Лишним движением, как говорится, не помешает нам. Так, дальше здесь мы, по-моему, все съели, все выпили, все, что необходимо. Да, мы здесь, по-моему, тоже все это сделали. Теперь нам нужны грибы. Так, вот этот гриб, по-моему, зеленый, да, гриб? Да, зеленый гриб нам дает возможность 150. Здесь у нас будет 100, 700. Да, мы сейчас его съедим, будет 700. Здесь мы когда можем еще сделать вот так. То есть здесь нам еще может быть 150, мы можем воспользоваться. И для того, чтобы нам более-менее комфортно было, мы сейчас сделаем так. Раз. Я не устал. Ну тогда здесь 25. Здесь мы 10.
здесь еще 10, и здесь мы можем 150. Все прекрасно, превосходно мы с вами сделали. Нужно будет теперь 4 часа где-то что-то поспать аккуратненько, переждать, как говорится. Обратно мы сейчас 4 часа с вами отдохнем для того, чтобы вывести алкоголь из организма, опьянение, которое у нас с вами есть. И теперь спокойно мы можем с вами приступать. Так, контрабанду нажимаем и выполняем четвертое задание, которое требуется 12 тысяч серебряных жетонов. Все-таки, товарищ Маузер говорит, все-таки Герда обвела нас с тобой вокруг пальца. Ситуация стала даже хуже, чем раньше, по крайней мере, с Траурным мы знали, где находится Электри-0, а теперь можно только гадать, кому в итоге достанется излучатель и для чего будет использоваться, какие предложения. Масштабная поисковая операция не принесет результатов, Герда заляжет на дно или покинет страну. И это расплюнуть. Выходит, без твоего содействия снова не обойтись. Как я могу помочь? Найди Герду, тебе она доверяет. Объясни, что пороховой комбинат не заинтересован в использовании безумцев в качестве оружия. Наоборот, мы уничтожим излучатель, уничтожим профессионально, не допустив негативных последствий. А нельзя его просто взорвать гранатой. При взрыве излучателя произойдет мощный электромагнитный выброс, и нет никаких гарантий, что у всех вокруг не сварятся мозги. Лучше не рисковать, привези излучатель, и мы все сделаем правильно. Попробуем. Окей, поехали искать теперь Герду. Я так думаю, она должна быть поблизости. Заезжаем к ней. Поиска Герды привели меня в заброшенный садовый товарищество «Искра». Говорят, здесь видели грузовик, похожий на фурию. Обыскать «Искру». В Искре обнаружили свежая стоянка, но самой фури там уже нет. Судя по теплому кострицу, я опоздал всего на пару часов продолжить поиски. «Слышишь меня, Фраунд? Знаю, ты идешь по следу, знаю, ты хочешь помочь. Гуд. Давай встретимся и решим, что делать. Прием. Согласен. Прием. Буду ждать в безопасном месте, приходи один, записывай координаты. Записать координаты. Кстати, я совсем почти забыл, мы почти никогда не используем наших спутников, а это не есть хорошо, давайте мы Генку подготовим, было бы здорово его воспользоваться. Кстати, у нас боевой дед закончился, давайте мы скушаем обратно пряник. Так, боевой дед обратно в деле. И что-то я забыл еще. Да, одну вещь очень важную я забыл. Мы же хотели с вами воспользоваться броникой пастуха. Почему бы и нет? Так, теперь мы полностью, по-моему, все реабилитировались. Идем теперь навстречу. Герда. Фурия. А фурия я замечаю, только подойдя почти вплотную. Так хорошо она замаскирована. Из кустов выныривает Герда с винтовкой наперевес. Годен так, друг мой. Рада видеть. Надеюсь, ты не злишься за прошлый раз, но излучатель нужно спрятать от комбината. Насчет прошлого раза. Не успеваю я и рта раскрыть, как Герда вдруг меняется в лице, скидывает оружие и стреляет в заросли у меня за спиной. На лице ее расцветает хищная ухмылка. Все-таки привел хвост. Это чистильщики порохового комбината. Они следили за тобой, чтобы выйти на меня. Шейся. Никому нельзя доверять. Уходи, я прикрою. Уезжаем. Ну давайте сделаем так и уходи, я прикрою. Мне кажется, это более так помужественнее, да, ответ. Из заросли по нам открывает огонь. Пули барабанят по бронированным бортам. Фурии. Герда торопливо обнимает меня и прыгает за руль. Задержи их. Мы не имеем права позволить этим мерзавцам добраться до излучателя. Будь осторожен, чистильщики настоящие палачи. Обнадежила, ответил наш персонаж. Давайте посмотрим, с кем мы будем драться. Так, к сожалению, мы не можем, да, посмотреть, кто там у нас имеется. Но у нас есть Генка, у нас есть с вами Цикута. И сейчас мы с вами еще воспользуемся следующее. Берем снеговиков, так как у нас пастух, а там нужно будет брать союзников. 4 союзника, 16% урона она нам полностью обеспечит. Также мы возьмем наше волшебное оружие. Как-никак, зря мы что ли спали. 8 часов в теремке. И еще плюс боевого имбиря, боевого деда мы с вами съели. И получается, что-то нужно еще будет взять. То есть, если цикута у нас есть,
Это у нас есть, это тоже мы будем использовать. Я так думаю, можно будет взять тяжелую нашу артиллерию в виде нашего рельсотрона, который будет автоматом выстреливать по нашим противникам. К сожалению, я забыл одну главную вещь. Нам нужно было сумку обжоры было выкинуть, и за место нее нужно было одеть разгрузку. Итого было бы 4 кармана, и я так думаю, мы могли бы Z9 как раз с собой взять. И в итоге у нас не было бы таких больших проблем. Ну, что поделать. Что произошло, то произошло. Берем генку, берем наше оружие, которое с вами есть. Так, да, мы забыли с вами разгрузку все-таки воспользоваться. Берем сейчас и начинаем бой. Так, у нас такая ситуация, расклад следующий. Чистящий комбинат, у нас есть местность, дальность стрельбы, свободная атака, наносимый урон плюс 10. Также у нас есть его напарник, чистящий комбинат, ответная атака по атаковавшему противнику один раз за ход. Ну и имеются вот такие простенькие бойцы, которые здесь у нас указаны. В первую очередь, что мы должны будем сделать? В первую очередь мы должны себя немножко обезопасить. Таким образом, мы закидываем наших спецназовцев. Двоих сверху, один получается так, и вот сюда в один мы тоже закидываем. Я не знаю, как они отреагируют, как они будут работать, но на них, как говорится, чистая совесть, мы это все и оставим. А здесь я бы сделал бы следующим моментом, бы взорвал таким, мне кажется, классным вариантом было бы. Ну-ка, давайте попробуем. Отлично, получается, мы ранили напарника здесь, одного чистильщика. Получается отравление от метаболизма и разъяренные пчелы, ну, это понятно. Контузию он тоже полностью получил. Уход 710 заход у него будет происходить. Ладно, прячемся. Ой-ой-ой, хорошо, как он стреляет. Смотри ты на него. Хорошо, конец хода, посмотрим, что из этого происходит. Так, у нас... мы забыли совсем про генку. Генку мы забыли. Метаболизм тоже надо будет воспользоваться генки, которые здесь у нас есть. Так, если мы вот сюда запустим, мне кажется, более-менее нормально. Или лучше сюда запустить. И сразу здесь произойдет. Она обязательно его полечит. И в итоге, получается, будет ситуация, да, у нас? Не, давай лучше вот этого сделаем. Да. Бочки не взрываются. Понятно, я понял. Хорошо. Конец хода. Молодец. Медвежонка сейчас он вызовет, получается. Красавчик. Не забывайте меня лечить. Правильно, правильно. Ну что ж, получается мы... нет, мы еще не ликвидировали, да, его? Ну, это было ожидаемо. К сожалению, генку мы с вами потеряли. Да, недолго он у нас с вами жил. Угу. Ну, это терпимо. Все терпимо, терпимо, еще раз терпимо. Так, у нас получается, мы с вами лишились одного помощника. Запускаем этот процесс одного вот сюда. И мы можем воспользоваться цикотой. Почему бы и нет? Давайте... Мы можем вверху сразу ликвидировать всех. Почему бы и нет? Давайте избавимся от боссов. Да, от боссов мы быстрее надо будет избавиться. Тем более мы одного уже полностью ликвидировали, второе тоже осталось совсем немного. И мы уже как раз будем с вами. Так. Вы знаете, да, что если наш персонаж двигается, то дополнительно 20%, 25% получает возможности уклонения. Так, наши сейчас они их закидают. Ну, я уже уверен, что мы уже победили. Только слишком долго, слишком медленно. Если была бы полярная броня, мы уже бы с вами ликвидировали двух офицеров вот этих, которых стичников комбината у нас с вами есть. А вот этих уже мы с вами уже спокойно бы с ними разобрались. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстро они разобрались с нашими интересными. Мне интересно, сейчас прилетит орел за крысой. Так, нам нужно немножко здесь разгрузить ситуацию. Одного закидываем сюда. Одного закидываем вот сюда.
И еще одного, да, мне нужен участник. Давай мы его тоже сюда закинем полностью. И мы как раз отправим сюда, чтобы ликвидировать еще одного главаря. Так, главарь полностью ликвидирован. Нам нужно немножко отсюда как-то потихоньку уходить. Уходим сюда. Конец хода. Хотя мы 2 раза можем двигаться. Но мы пока воспользуемся одним моментом. Ой, молодец, правильно бросил, правильно. Нас лечит. К сожалению, мы не забрали своего выстрела, но пока рельсотрон работает. Он работает, еще раз работает. А вот и орел. Как раз он полностью пришел. Это просто замечательно. Ну, давайте забирать. А то уже слишком много времени мы им дали. Они очень много погуляли. Так, одного мы должны забрать сразу же в следующем ходу. Мы его забираем. Ладно, мы отсюда... если мы сейчас отсюда уйдем... нет, пока мы... Если сейчас уйдем, то мы весь натравим на себя. А вся ситуация происходит здесь. Когда мы делаем так и делаем вот так. Да, конец хода делаем. Зачем ты туда стреляешь? Непонятно, зачем ты тоже так же сделал. Походу, в противогаз он очень серьезный человек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, забираем этого медика. Нам нужно сейчас выбрать положение таким образом, чтобы мы могли характерно забрать сразу несколько игроков, да, у нас? Давай мы сделаем так. Траекторию выберем вот таким образом. И сразу двоих мы полностью забрали. Следующий наш ход. Двоих мы здесь не заберем, да, получается? Ладненько. Когда сделаем так. И мне кажется, можно пропускать ход. Сейчас мои снеговики сверху дойдут. И может тоже что-нибудь сделают. Так, орел-мутант, он должен покинуть. Но мы ему не даем возможность. И сейчас добиваем снайпера-комбината, который тоже здесь у нас с вами есть. Вот и все. Мы с вами прошли 4-й этап. Что могу сказать по поводу брони пастуха? Ну, интересная вещь. Можно, конечно, ими пользоваться, но на любителя. Еще раз, на любителя. Если у вас, конечно, есть возможность призыв союзников в большом количестве, то его можно полностью использовать. А я лучше бы использовал полярную броню. Мы бы минут на 3 или 4 даже раньше бы закончили бой. Хорошо, давайте прочитаем дальше, что здесь говорится. Я смотрю у телочистильщиков на рукавах эмблемы порохового комбината. Выходит, товарищ Маузер использовал меня в темную, как наживку для Герды. Дождаться, когда Герда выйдет на связь. Так, Герда вышла на связь или не вышла? Так, все собираем. Все, что здесь мы с вами налутали. Так, мы должны получить вот такую синюю. Давайте мы сейчас выбросим, посмотрим, что и изнутри тоже выходит. А здесь тоже самые такие интересные вещи. Самый полезный, конечно, это фонарь-искатель из всего того, что здесь есть. И мы как раз это и заполучили. Отлично. Фонарь-искатели — это очень нужная вещь, особенно для ребят, кто находится на начальном этапе или хотя бы в середине, особенно для поисков простых деталей. Это как раз необходимая вещь. Кстати, у меня впервые появился шмель. А он одноразовый, да, у нас получается шмель? Или я теперь могу его вдоль... нет, одноразовый Армагеддон. Так и есть, одноразовый гранатомет всего лишь. Обидно, обидно, еще раз обидно. Ладно, возвращаемся назад на базу себе. Давайте посмотрим, что здесь у нас произошло. Следующее, для того, чтобы мне сделать, мне нужно собрать 10 тысяч жетонов. И в итоге мы как раз с вами можем воспользоваться этими 5-м этапом. То есть, получается, последний этап у нас остался. Всего лишь 18 дней у нас на все про все. Если, например, каждый день собирать, ну, как минимум по 500, да, или по 600 мне нужно будет собирать. И в итоге
жетонов для того, чтобы я мог успеть закончить именно 5-й этап. Ладно, давайте мы добьем, получается, наши золотые жетоны, которые у нас с вами есть. Может, получится выбить, а может, не получится. Давайте попробуем заполучить наш... Нет. Нет и нет, и еще раз нет. Видимо, нам не дадут наш винчестер просто так заполучить. Ладненько, давайте сейчас быстро заистратим все, что у нас есть. Для того, чтобы контейнерные полностью закончить. Так, давай. Было бы классно, если сразу мы получили, но, видимо... Ну, что же будешь делать? Обратно выходит. Ну, давай. Ну, нет, мы не получим, видимо. Да, жетонов у нас с вами полностью закончилось. Здесь у нас осталось всего лишь 21 попытка. И в итоге, видимо, мы получим свой отбойник в виде дробовика, который дает урон 650, дальность 4 и, самое главное, очко действия 1. Но есть негативный эффект. Минус 25% по броне она полностью бьет. Вот так у нас с вами, по крайней мере, с вами получается. Дальше, что будем делать? На следующей неделе, я так думаю, мы не успеем собрать все необходимые жетоны. На следующей неделе у нас где-то в следующую пятницу, я так рассчитываю, должна будет выйти очередная серия по ДР. А что мы с вами будем делать? Мы будем с вами в западной части здесь искать, как говорится, радиоловушки, которые здесь у нас с вами находятся, но только они как-то по-другому будут называться, где мы должны с вами будем пройти 6 или 7 квестов, и у нас потом откроется секретный квест где-то за Уралом, и в итоге мы откроем, посмотрим, что себя тоже полностью представляет. Будем летать на вертолете, полетаем, поищем, поисследуем и посмотрим, что из этого полностью выходит. На сегодня это у нас с вами все. Если серия вам понравилась, не забываем ставить жирный лайк для продвижения данного видеоролика. Если вы впервые на канале, добро пожаловать. Обязательно подпишитесь. Обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать выход новых серий. Но на это у нас все. Всем желаю вам удачи и успехов. Увидимся уже с вами в следующих сериях. Всем всего доброго. Пока.